Наверняка вы в интернете находили тортики, оформленные какой-то непонятной пряжей или ватой, или что-то такое вот прям непонятное. Так вот, это пишманье. Это восточная сладость. С виду напоминает сладкую вату сахарную или пряжу. На вкус как халва. В сковородку я всыпаю 2 стакана муки. Отправляю сковородку на огонь и жарю там муку до золотистого цвета. Должен пойти легкий ореховый аромат. Огонь средний. Муку надо постоянно помешивать, чтобы она не сгорела. Дальше в сотейник я вливаю полстакана воды. Сюда же добавляю стакан сахара. И пол чайной ложки лимонного сока. Хорошо все перемешиваю и отправляю на средний огонь. Постоянно помешиваю муку, чтобы она не подгорела. Карамель увариваю до золотистого цвета, и она должна быть густой. У меня здесь есть миска с холодной водой, и я покажу, до какого состояния надо будет уваривать карамель. Если, например, на леденцы карамель уваривается до твердого шарика, то в этом случае карамель надо уваривать до мягкого состояния. Сразу хочу предупредить, что варка карамели займет около 15 минут. Так что вот процесс не особо быстрый, но я скажу, что и не особо трудоемкий. Вот видно, карамель начинает закипать. Я работаю без термометра, так что не скажу, какая температура готовой карамели. Вот все буду делать визуально. Мука уже слегка пожелтела и пошел легкий ореховый аромат. И я уже муку снимаю с огня и высыпаю ее на поднос, чтобы она полностью остыла. Карамель варится уже где-то минут 8. Она уже начинает приобретать свой характерный цвет. Но вот хочу показать, что еще ее варить надо. Вот. Карамель в холодной воде растекается. Еще она мягкая, еще ее поднять нельзя, она еще вот рвется. Уваривать карамель надо до яркого такого янтарного цвета. Проверяем на готовность. Сразу видно в воде, что цвет карамели янтарный. Если она вот так растягивается, то карамель готова. Выключаю огонь и снимаю сотейник с огня, и пускай он немножко остынет. Видите, да, какой цвет? Такой насыщенный, янтарный. Вот то, что надо. Что я делаю следующим? В металлическую миску, без разницы какой размер миски, я помещаю вот так силиконовый коврик. И в середину буду выливать карамель. И в силиконовом коврике карамель должна немножко остыть и пригустеть. Карамель можно немножко проверить так. Я смотрю, что она еще жидкая и очень сильно горячая. Ну, пусть немножко еще постоит так. Она должна быть довольно густой. Достану ее из миски. Ну, пусть растекается. Я думаю, быстрее остынет. Коврик у меня с бортиками, так что никуда она не денется. Ну вот, начинается, можно сказать, самое интересное. Надо карамель сначала, она начинает отлипать местами, уже где немножко остыла, то начинает отлипать. И вот такими вот движениями, как бы складывая коврик пополам, я начинаю вымешивать карамель.
Она еще горячая, делать это надо очень осторожно, аккуратно, чтобы не обжечься. Название в этой сладости очень интересное, пишманье, прям действительно такое восточное, заграничное. У меня даже на листочке написано, потому что я постоянно забываю, как оно правильно называется. Для меня проще называть это съедобная карамельная пряжа. Я думаю, я остановлюсь на этом. Съедобная карамельная пряжа. Это более доступно для нас. И я скажу, что более понятно, что это такое. Карамель еще горячая. Но, в принципе, в руки уже взять ее реально. Она хорошо отлипает. И теперь мне надо ее вот так растягивать. Ой, просто бесподобный цвет. Прям я влюбилась. Она не липнет к рукам. Я руки ничем не смачивала, не смазывала. Она хорошо отлипает от рук. Вот сейчас сделаю немножко ракурс повыше, чтобы было видно хорошо. Видно, что карамель светлеет. И я делаю такое колечко, более-менее равномерно по всей длине. Подставляю поднос с мукой. И теперь отправляю это карамельное кольцо в муку. Хорошо припыляю и немножко растягиваю. Складаю его вдвое, как бы восьмерочку. И опять хорошо припыляю. И опять растягиваю. Получаются такие карамельные волокна, ниточки. Растягивать и обмакивать в муке надо до тех пор, пока вас внешний вид пряжи не удовлетворит. То есть пока не получатся красивые волокна. Вариантов, как оформлять тортик этой пряжи, у меня пока еще нет, так как эта пряжа для меня тоже новая. И я ее еще не использовала именно для оформления тортика. То как бы поделиться с вами нечем пока что. Предлагаю вам только рецепт. Но планирую на Новый год сделать тортик именно с этой пряжей. Так что видео обязательно запишу и обязательно с вами поделюсь. Вот видно. Но я еще порастягиваю, чтобы волокна были еще тоньше. Полностью остывшие волокна получаются очень хрупкими. Сейчас покажу. Они прям крошатся. Сразу скажу, что это лакомство к зубам не липнет. Мне кажется, что степень прилипания к зубам зависит полностью от растягивания. Очень приятно хрустит. Если вы хотите формировать из этой пряжи какие-то там гнездышки или какие-то сугробы, тучки или еще что-то,
то это желательно делать, пока эта масса полностью не застыла. Иначе она будет крошиться. Если вам надо, например, оформить тортик небольшими такими кусочками пряжи, то ничего страшного, пусть остывает, будете себе отламывать. Но если вы вот намерены что-то сделать конкретное, то это надо делать, пока пряжа мягкая. Так что, друзья, у меня в планах обязательно сделать цветную пряжу. Не знаю, какой цвет придумаю, но что-то придумаю. И обязательно видео будет на канале. Так что, друзья, подписывайтесь и до скорых встреч.